Всем привет. Сегодня у нас расклад, какой важный человек войдет в твою жизнь. И давайте, я думаю, в долгий ящик откладывать не будем, сразу приглашу вас в проживание арканов. Что такое спрашивают? Это смотри, это вот ш- расстановки знаешь? Знаешь. Вот это в 100 раз сильнее. Это психологические проработки, максимально глубокие, но глубина зависит от тебя. Многие не выдерживают, вот просто вот не выдерживают, потому что это сильная штука. И также, проживая арканы, ты прорабатываешь всю свою жизнь, все свои триггеры, все свои страхи, все свои болячки. Ну, я имею в виду болячки душевные, психологические. А также ты учишься в то же время читать карты потоково, не карты, а арканы. Все, что английская школа, это тебе будет подвластно. Французской никто не пользуется на Ютубе, все английской читают. И это все. Это все, вот я имею в виду и психология, и эзотерика в одном. Без шизофрении, без шизотерии, я бы назвал. То есть ты научишься и потоково карты читать без всяких вот этих МБК, ну, то есть без инструкций к колодам. Потому что каждый аркан ты через себя пропустишь. Тебе не нужны будут там инструкции, школы Таро и прочее, прочее, потому что ты сможешь читать карты потоково, без всякой шизофрении. Итак, сегодня, надеюсь, интересный расклад. Давайте начнем его. Итак, первые две карты. Первая карта — это кто, что ты... заговорился. Кто ты, что ты за человек. Это сигнификация. Остальные парно читаем. Ну, а у тебя сейчас, как сказать, подъем. Вот внутри у тебя столько энергии, столько энтузиазма и столько желания действовать, что вот соседи завидуют даже. Ты просто сейчас вот фонтан идей. Сейчас у тебя как раз время новых начинаний, смелых шагов. Ты вот готова рвать и метать. Не боишься рисковать, браться за новое, не боишься. Даже если это тебя когда-то пугало, тебе сейчас все равно. У тебя сейчас вообще нет страха, только азарт. Но тут есть один момент. Эта энергия, она немного хаотичная, я бы сказал. Тебе вот свойственно загораться чем-то новым, но иногда дело довести до конца — это пипец, как тебе сложно. Потому что там появляется что-то еще более интересное. Ты импульсивна, ты спонтанно, любишь быстро действовать. Это супер, это здорово. Но, знаешь, попробуй чуть-чуть притормозить и не распыляться на все подряд. Вот в целом ты человек очень яркий, харизматичный, там, с сильным характером, в центре внимания нравится быть. Тебе важно самовыражение, и тебе нужно чувствовать свою значимость. То есть ты не тот, кто вот будет, как говорится, плыть по течению, булькать в своем болоте. Но это на данный период жизни, потому что мы, как говорится, в разные периоды жизни разные. И на данный момент ты сама создаешь свою реальность и ограничений не терпишь. Вот я тебе советую на такой энергии иди в проживание арканов. Ты себя поднимешь, как говорится, до небес. Ты какой важный человек войдет в твою жизнь? Ну, тут слушай внимательно. Знаешь, вот такой человек войдет в жизнь, вот, как сказать, вот
очень практичный, очень надежный, он основательный прям. Он не будет воздушные замки строить, там золотые горы обещать. Нет, он привык вот к реальным делам. Он стабилен, он безопасен, ну, в смысле, ценит безопасность. Денежки у него есть. Он, знаешь, он очень трудолюбивый, целеустремленный и своего добивается всегда. Но он и не лишен романтики при всей своей вот этой вот, как сказать, структуре, так скажем. Просто он проявляет по-другому романтику. Это забота, оберегание тебя от проблем, создавание там комфортных условий жизни, без вот этих «я тебе звездочку достану, лишь бы ты улыбалась», а сам ничего не делает. Вот именно не такой он, нет. Он наоборот, он практичный. Ему важно видеть конкретный результат своих действий. Поэтому тратить время на пустые разговоры или вот эти вот бесполезные развлечения он не будет. Это человек, который планирует, прогнозирует и принимает взвешенные решения. Если ты ему говоришь, у меня розетка сломалась, да, нашего с вами любимый пример, то он просто приедет и починит. Он не будет тебе говорить там «я тебя люблю», «я примчусь на край света к тебе». Нет, он просто приедет и починит. В этом его романтика, понимаешь? То есть без громких слов. И он, знаешь, будет учить тебя более серьезно к жизни относиться. Ценить то, что у тебя сейчас есть, строить планы на будущее. От него бурных проявлений вот чувств и там головокружительных, страстных на столе романах не будет. Его любовь — это вот забота, поддержка, верность, там, надежность. И он тебе, знаешь, еще покажется немного медлительным и консервативным. Но за вот этой сдержанностью скрывается очень глубокая искренняя душа. Ты мне сейчас говоришь, я вот вангую тебе, ты мне напишешь, я такого-то и хочу, вы все такого-то хотите, но когда лет 5-10 пройдет, вам становится скучно. Поэтому будь терпелива, будь терпелива. Лучше его, ну, тяжело найти. Лапшеведов-то много, а вот такой, как говорится, один. Что он в твою жизнь принесет? Испытаний. Много споров, много разногласий, тебе будет скучно. Это не будет легкий роман. Все будет через преодоление препятствий, через притирку, через борьбу за свою точку зрения. Вот я же говорю, ты ждешь такого, да, вот все вы говорите там, я хочу такого, чтобы он молча пришел, розетку починил, по попе хлопнул и, как говорится, убежал дальше дела делать, деньги зарабатывать. Но вам же скучно становится через время. Вы меня очень часто обманываете, когда говорите «я такого и хочу». А потом через 5 лет говорите «он скучный, он неинтересный, я хочу роман с каким-нибудь мачо». И вот вы срываетесь из семьи. Ну, это я образно говорю, да? Срываетесь из семьи, чтобы вот, как говорится, компот страстный, чтобы голову срывало. С этим не будет голову срывать. И рано или поздно будет. Вот это вот, как сказать, притирка. Сначала тебе, конечно, будет импонировать, что он человек дела, деньги приносит, деньги тебе дает, надо сумочку, на тебе деньги на сумочку, но скучно будет. Я вас очень хочу попросить, не обманывайте меня. Ну, честно, давайте не будем мне писать «я такого и хочу». Нет. 5, 10, 20 лет вам становится скучно. Всем, без исключения. Без исключения. Потому что размеренная жизнь, давайте правде в глаза смотреть, такая вот однообразная. Всем рано или поздно наскучит. И попу потянет на приключения. Вот у вас и будут вот конфликты. Из-за этого
много спорить будешь, доказывать свою правоту будешь, защищать свои интересы, потому что в тебе еще есть такая фигнешечка. Это вот, как сказать, прогиб человека. Тебе хочется прогнуть его, потому что скучно. А где же эти ругачки? И это будет очень вот этим изматывающим и болезненным опытом. Но в этих спорах ты будешь расти как личность, учиться отстаивать свое мнение и понимать, что для тебя действительно важно. Конечно, не нужно бояться конфликтов, потому что они необходимы для развития отношений. Просто помни, что цель спора — это не победа любой ценой, как ты это раньше делала. Это поиск истины. Но для начала тебе, конечно, будет хотеться спорить ради спора. И давай не будем меня обманывать. И вот после вот этих всех столкновений тебя ждет болезненное осознание какой-то потери и предательства. И это связано с разочарованием в его поступках, с обнаружением скрытых недостатков. Ну и то, что ваши взгляды на жизнь слишком разные. Давай будем правдивы. Поэтому будь готов, что эти отношения причинят тебе боль и заставят тебя пересмотреть свои ценности. Но, конечно, отчаиваться не нужно, потому что даже из сложных самых испытаний ты вынесешь ценный урок. Какой совет? Время действовать. Не жди момента подходящего, не бойся рисковать, инициативу в свои руки брать. У тебя сейчас есть все для того, чтобы начать вот эти новые отношения. Свою мечту реализовать в этих отношениях и жизнь к лучшему изменить. Поэтому используй свою энергию вот не на ругачке, ну, я имею в виду в будущем, вы с ним будете не один месяц, много. Поэтому на будущее тебе говорю, направь свою энергию не на ругачки, а на, как сказать, на, как вот сказать, на нужное русло. То есть не поругаться, а вот леща, леща ему купить и врезать. Я не могу. У меня в голове какашки танцуют, извините меня за выражение. И не бойся у него просить на первых порах помощи, потому что, сразу говорю, он не вот этот, который мысли читает, да, а у тебя будет именно так поначалу. Он должен прочитать мои мысли. Поэтому действуй с мозгами. Понимаешь? Действуй с мозгами. Иначе такого человека потеряешь, и все. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Первая карта у нас сигнификация. Кто ты, что ты за человек. Остальные парно читаем. Ну, ты сейчас, знаешь, в такой фазе, когда все вокруг для тебя вызов. Тебе сейчас нужен огонь, движение, там новые впечатления. И в голове у тебя вот этот постоянный поток мыслей. И ты начинаешь много все и сразу. Ты загораешься, быстро остываешь, переключаешься на что-то другое. Но это не значит, что ты ненадежная и безответственная. Нет, просто вот тебе сложно долго концентрироваться на одном. Тебе важна свобода, тебе важна там независимость, там возможность самой решать, как и куда двигаться. Сильный дух у тебя внутри, вот этих, как говорится, приключений. Но, знаешь, часто он маскируется под легкомыслие или под несерьезность. Ты кажешься всем ветреной. Но это только защитная реакция на твой страх быть ограниченным. То есть тебе нужна свобода и вот
как вот детки, есть же 15-летние, которые переходный возраст. Вот у тебя точно так же. Я буду делать, даже если назло. Тебе не нравится, значит, не смотри. Вот примерно вот так у тебя. То есть тебе сейчас пробовать новое, интересно, экспериментировать, искать свой путь, даже если этот путь кому-то странным кажется или неправильным. Сейчас ты генератор вот этих идей, генератор энергии, движения, но тебе нужно научиться направлять вот эту энергию в тебе нужное русло, понимаешь? Иначе ты будешь просто распыляться. Какой человек важный в твою жизнь войдет? Ну, мужчина, который от тебя ответственности потребует. Вот прям вот хватит распыляться, на тебе по попе. Вот примерно вот так. Он не тот, кто там позволит тебе легкомысленно к жизни относиться или там избегать каких-то сложных решений. Нет, этот человек, он человек принципов, он человек справедливости, порядка. И он будет оценивать все по закону. Не обязательно юридическому, скорее моральному. Лжи не потерпит, фальши не потерпит, вот этого двуличия не потерпит. С ним играть в игры у тебя не получится, или там попытаешься им манипулировать, а ты попытаешься. Он не позволит. Он тебя насквозь увидит со всеми твоими недостатками, достоинствами. И вот тут начнется самое интересное. Он заставит тебя почувствовать себя ограниченной. Нет, он не будет там тираном или вот этим контролером. Просто его принципиальность, они создадут вокруг тебя рамки, забор, я бы сказал, который ты раньше избегала. Он тебе все твои страхи покажет, он покажет тебе все твои комплексы, с которыми ты долго боролась или там просто игнорировала. И вот самое сложное в том будет, чтобы признать вот эти страхи и начать работать над ними, а не пытаться манипулировать этим мужиком и в жертву впадать. Он не даст тебе уйти от ответственности за свои поступки, нет. С ним придется платить по счетам, причем не только материально. Это будет, знаешь, непростой союз, но он станет для тебя огромным толчком к развитию, если ты, конечно, сможешь принять его правила игры. То в твою жизнь принесет. Ну, знаешь, он твой мир с ног на голову перевернет. Он принесет и страсть, и влечение, и эмоции сильные, все, что ты так любишь и к чему ты стремишься. Но это будет не просто вот романтический какой-то ураган, да, а вот буря настоящая, которая разрушит все твои представления о себе и о мире. Потому что тут два разных. Он тебя и приструнит, и полюбит, как тебе надо. Ну вот ты поняла, да, про что я? То есть и это будет время выбора. Либо ты с ним останешься верна своим принципам, своим убеждениям, либо поддашься страсти и рискуешь потерять все, что тебе дорого. Он покажет тебе, как хрупка жизнь и как легко вообще можно потерять все в один момент. Это будет болезненный опыт, но он будет необходим для твоего роста. Он заставит тебя переосмыслить свои ценности, да, и даст понять, что действительно важно, а что всего лишь иллюзия в твоей голове. Он все вот эти шаблоны старые твоего мышления, поведения, он разрушит. И новые горизонты откроет, о которых ты даже не подозреваешь сейчас. И это будет, знаешь, период больших перемен, период больших потрясений, испытаний. Но ты станешь сильнее, мудрее и в себе увереннее, более. Он хаос принесет, разрушение принесет, но это будет необходимо, чтобы вот на руинах старого построить новое и прочное. Понимаешь? Какой совет? Ну, тебе нужно время для себя находить. Потому что ты сейчас бежишь. Ты сейчас постоянно в движении, в поиске там впечатлений новых, но ты забываешь о том, что тебе тоже отдых и уединение нужно.
Не бойся остановиться, замедлиться, к себе прислушаться. Позволь себе вот просто побыть наедине с самой собой, со своими мыслями, со своими чувствами. Это не слабость, это мудрость. Тебе нужно научиться до встречи с этим человеком отключаться от внешнего мира и погружаться внутрь себя. Понимаешь? Книжки умные читай. Занимайся тем, что тебе удовольствие приносит, то, что тебе помогает расслабиться. Иначе ты просто к этому человеку попадешь истеричкой, грубо говоря. Понимаешь? Поэтому учись ценить тишину и покой, иначе ты сама себя потеряешь в этом бешеном ритме жизни, который у тебя сейчас. Я думаю, тут все понятно. Давайте перейдем к третьему варианту. А троечки у нас в себя погрузились. Ну, на данный момент жизни я имею в виду. Потому что ты сейчас очень все тонко чувствуешь. У тебя сейчас интуиция вот на 100% включена. И ты вообще сейчас многое понимаешь даже без слов. Тебе с тобой не нужно разговаривать. На тебя посмотрел, все понятно. Но и ранить тебя легко. Ты сейчас остро прям реагируешь на любую несправедливость. Особенно, когда дело касается близких людей. У тебя внутренний мир, он вот прям пышет, вот как сказать, богатый внутренний мир. Но ты часто вот скрываешь свои истинные чувства за вот этой маской спокойствия и отстраненности. Боишься слабой показаться, поэтому ты стараешься контролировать все и не давать волю эмоций. Это хорошо в том смысле, что ты умеешь сохранять вот это хладнокровие в сложных ситуациях. Но плохо, потому что это мешает тебе быть искренней самой собой и с другими людьми. Знаешь, у тебя очень сильная натура, но ты сама себе немного вредишь вот этим постоянным самоконтролем. Ты ценишь гармонию, красоту, поэтому тебе вот важно, чтобы в твоей жизни был порядок и уют. Но это же не значит, что ты какая-то там домоседка, да? Просто тебе нужно пространство для того, чтобы чувствовать себя комфортно и безопасно. Это вот, как сказать, ты такой человек, умеешь любить глубоко и преданно, но часто ждешь от других такой же взаимности. А когда не получаешь, то у тебя приходит разочарование, так скажем. Да какой человек-то важный войдет в твою жизнь? Мужчина с характером, резкий такой вот прям, прямолинейный, без всяких там намеков, без масок, без вот этих полутонов. Он, знаешь, он сразу говорит все как есть. Грубым или обидным он не боится быть. С ним ты, ну, точно не заскучаешь. Он всегда будет подкидывать тебе новые вызовы, провоцировать на действия. Провокатор. Но это ни в коем случае не значит, что он там плохой человек, да? Просто у него свой взгляд на жизнь, свои там принципы, и он готов их отстаивать до конца. Он целеустремленный, амбициозный, хочет всего сам добиться без какой-либо помощи. Ему, знаешь, вот важна, как сказать, вот победа важна, успех, признание, чтобы все аплодировали. Но при этом он свои чувства не умеет проявлять. Ему сложно говорить там про любовь, про нежность, про уси-пуси, я тебя тырым-пырым. Э, Бред какой-то, я говорю. Ну, то есть он красивых слов не может говорить. Поэтому ты будешь постоянно сомневаться в его отношениях к тебе. Он будет показывать свою заботу поступками, не словами. Это, вот знаешь, сухие такие поступки.
Он будет защищать тебя, помогать тебе проблемы решать, добиваться там всего хорошего. Но если ты ждешь от него романтики и комплиментов, то ты просто разочаруешься. Он в твою жизнь принесет много энергии, но одновременно с этим много напряжений и конфликтов. Понимаешь? Ну, не будет тебе с ним легко. Ну, не будет. Как бы ты мне ни говорила, я такого и жду. В твою жизнь что принесет? Сложно. Сложности. Сначала тебе покажется, что вот этот человек в твою жизнь несет много возможностей, много перспектив. Он прям перед тобой новые горизонты реально откроет. Интересные идеи предложит. Он, знаешь, он поможет тебе поверить в себя и в свои силы. И будет казаться, что все просто отлично, что ты наконец-то нашла того самого, кто тебя понимает, поддерживает и так далее. Но потом начнет вылезать всякая ерунда. Эти возможности, они будут, ну, не такие уж и реальные. За словами ничего нет, все его идеи — это просто иллюзии. Он, знаешь, он создаст вокруг тебя кучу миражей, которые в итоге разобьются, как говорится, о суровую реальность. Ты почувствуешь себя обманутой, разочарованной. Он в твою жизнь принесет много надежд, но мало конкретных результатов будет. Поэтому будь готова к тому, что тебе придется столкнуться, возможно, с денежными трудностями, на работе неудачами и так далее. Это будет время испытаний, которое потребует от тебя большой силы и терпения. И, кстати, этот человек не обязательно для романтических отношений, кстати. Это может быть и новый начальник. Понимаешь? Какой совет? Не строй иллюзий. Этот человек принесет в твою жизнь, да, много вот этой энергии, но не жди стабильности и надежности. Он будет то приближаться, то отдаляться и держать тебя в постоянном напряжении. И если хочешь сохранить свои нервы и вот это душевное равновесие, то дистанцию держи. Не пытайся там изменить, переделать под себя и так далее. Это бесполезно. Или принимаешь его таким, какой он есть, со всеми его вот этими странностями и недостатками, или, как говорится, до свидания. И главное, голову не теряй. Не позволяй манипулировать тобой. Использовать тебя в своих целях не позволяй. Не теряй голову, это не в плане страсти, а в плане вообще. Будь сильной, независимой, себя цени, свои интересы цени. Если чувствуешь, становится тяжело и неприятно, то вовремя, как говорится, остановись. Уйти не бойся, даже если ты к нему привяжешься. Твое счастье, оно в твоих руках, и не жди от него чудес. Он не принц на белом коне. Он обычный человек со своими проблемами, слабостями, и ты должна быть реалисткой. И тогда тебе будет легче пережить все трудности, которые он в твою жизнь принесет. Не давай вот ему занять слишком много места в твоем сердце, иначе потом долго раны залечивать будешь. Но как я тебе по-другому это все скажу? Обязательно подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и приходи в проживание арканов. Особенно в манифест приходи. В манифесте тебе будут доступны и проживания арканов. И помни, что я всегда рядом.